Друзья, всем привет! Сегодня у меня будет головлиная рыбалка. Приехал первый раз на эту реку. Нашел ее на Яндекс.Картах, снимки со спутника. Даже видно там вот эти несколько перекатов. Вот приехал на первый, пока мне очень нравится, такой прикольный. Буду пытаться ловить здесь головля. Несколько мест посещу. Вот эти перекаты, которые я увидел на картах, они на самом деле довольно далеко друг от друга расположены, поэтому придется переезжать. Вот сейчас здесь попробуем. Там переедем в другое место, но посмотрим, есть ли здесь голавль. Такой формат речки очень прикольный, она небольшая совсем, вот, несмотря на то, что даже вчера дожди были, и сегодня тоже обещали, а с утра, вот знаете, я с утра проснулся, смотрю прогноз погоды, дождей уже нет, хотя вчера должны были быть по прогнозу, поэтому я время 12 часов, я только на реку приехал. Ну вот до вечера сегодня побродим по реке, посмотрим. Такая ознакомительная рыбалочка сегодня. Давайте будем начинать. Вот я зашел выше переката. Вот там он начинается. Видно, что выше совсем течения нет. А здесь вот он начинает только ускоряться. Сейчас вот я прям начну отсюда и буду двигаться по воде, прям идти. Несмотря на дожди, вода довольно прозрачная. Здесь вот совсем мелко. Я все вижу. Все дно просматривается. А вот под тем берегом глубина. Но здесь вот только ускоряется течение. И перекат сам вот ниже. Каменистое дно такое прикольное. Ну, вот вместе переката, по крайней мере. Здесь такой пляжик. Видно, машины сюда приезжают, народ здесь отдыхает. О-о-о! Вышел головлик какой-то небольшой. Может быть, здесь чуть поглубже. Сейчас воблер надо поставить. Сегодня ветрено, видите, как погода в принципе не головлиная, ни солнца нет, ветер еще присутствует. Но здесь река такая, что она протекает. По крайней мере, вот это место, куда я приехал, здесь очень высокая горка. Я даже на машине побоялся спускаться. Там следы только от квадроциклов есть. Поэтому я машину сверху оставил и пешком пошел. Сейчас еще по полю ехал. Глина сплошная, месиво такое. Все колеса как по маслу идут, заносят постоянно, поэтому спускаться, я думаю, можно потом не подняться. Лучше пешком пройти. Так, ну вот пока один выход был буквально сразу. Похоже что-то на головля. Но здесь, наверное, еще до переката не слишком высоко. Должен ниже стоять, прямо на струе, мне кажется. Здесь совсем слабенькое течение, вот только-только начинает ускоряться. О, есть. Первый есть. Ну давай. Есть голавлик. Все. Первый самый важный. Теперь я спокоен, что здесь есть голавль в этой реке. Можно продолжать, потому что первый раз были сомнения. На, ну, совсем не крупный, на совсем мелкий кренк я его поймал. Бакминов называется. С одним тройничком. Вот тройничок в пасти. Сейчас зафотою его. Ну прикольно, но здесь мелковато, конечно, для такого какого-то крупного головля. Так что даже этот размер, он неплохой. Практически видел, я кренк идет под поверхностью, его видно, как он идет. И поэтому оп,
освободил. Давай, дружок. Визуально прям видно, как он атаковал его. Прикольно. Все, друзья, первая рыба есть. Счет открыли. Теперь есть уверенность, что здесь есть головы. Значит, можем продолжать. Ну вот классическое место. То есть получается, даже несмотря на масштаб такой реки небольшой, вот, коряги лежат, там вот, глубина под тем берегом относительно. Ну там, не знаю, там может быть метр-полтора, да, наверное, даже метр. Ну, по сравнению здесь вот вообще сантиметров 10 я иду по воде, а там вот чуть глубже. И туда течение, вот основная струя прижимается. И вот там голавлики стоят. Ну, пока один. Но все же. А дальше смотрите, какой перекат прям начинается. Бурлилка. Совсем мелко. Вот. Получается, вход в перекат я облавливаю. По идее, он и должен как раз стоять перед струей, перед бурлилкой и поджидать. Опа, есть, вот это удар, прикольно, видели, как точно положил прям под тот берег. И сразу, и тут покрупнее немного, класс. Есть. Ну нет, такой же, ну прикольно он взял, прям среагировал на приводнение приманки. Давай. Только она приводнилась, он сразу же ее атаковал. Что, 2? А вот буквально я проловил 10 метров. Прикольно. Перспективно, я бы так сказал. Если вот только приехал, первый перекат, уже 2 голавлика. Вот я уже подошел к перекату прям. Здесь совсем, конечно, мелко. Вот еще вот там под тем берегом подмыто может что-то быть, но уже совсем меляк камни. Там вряд ли уже стоит. Вот где я последнего поймал, второго точнее. Там и получается небольшой приямочек. Вот прям вот здесь он стоял. А дальше уже выход на совсем мелкий участок. И там крупные головы там точно стоят. Ну, такое прям, знаете, форелевое место. То есть если абстрагироваться, вот именно в таких местах часто форель приходится ловить. Такое прям прикольное место форели. И там вот мелко, даже этим воблером вот камни задевают. Вот здесь коса каменная, уходит струя под тот берег. И дальше вот опять плюсик такой. Сейчас посмотрим, что там. Есть. Прикольно. Прям положил точно под коряшку туда на мелячок сразу же. Но это совсем мелкий. Оп. Но все же это весь тройник в пасти. То есть у него даже полувоблера в пасти. Все, свободен. Давай, подрастай, малыш. Такой маленький, смотрите, ну, хищник. Полноценный хищник. Типичное место стоянки занимает. Там струя ослабевает, и он чуть рядом с ней стоит. Прикольно. Хоть маленький, а удовольствие от паиньки его, как от большого. Я прошел уже весь перекат, вот, стою на самом окончании. И вот несмотря на то, что формат речки совсем маленький, смотрите, здесь какое половодье бывает. Вот подмосток, прям
на дерево его затащило. Вон там дальше лестница лежит. Тоже ее откуда-то снесло просто течением. И вот сюда на меляк, на перекат принесло. Тем не менее, вот я прошел весь этот перекат. И только вот 3 голавлика в самом начале. Дальше вот видно уже начинается полное отсутствие течения практически. Здесь заканчивается перекат, и дальше по головлю место, я думаю, уже не перспективное. Сейчас переедем на другой перекат. Ну, я на самом деле, друзья, ожидал, что речка более полноводная. Так по карте не определишь, но вот формат речки вот такой. Может быть, сейчас ниже по течению поедем, может быть, она там пошире как-то. Так, друзья, переехал и уже вот на дроне пролетел, и не так выглядит река, как мне казалось, она должна выглядеть, судя по снимкам со спутника. Нету таких перекатов здесь. Ну, сейчас все же пройдусь быстро. Вот участок, где они должны быть, но с дрона я не увидел такие вот масштабные. Поедем сразу дальше, не будем терять время. Смотрите, кто-то здесь оставил листовушки. Там еще несколько. Палка, леска, на них малек. Вот здесь малек вообще сверху как спал. Это заряженный вроде. Ну, я видел, там мужик ловил. Наверное, он и зарядил их. Вечером придет проверять. Ну, отставлю, не буду вынимать. Стоят такие завалы. Щучье место. А муточек небольшой. Очень сильно заросшие берега. Крапива выше человеческого роста. Сейчас вот по карте вроде там должен перекатик быть. Сейчас его проверю. Посмотрим. Но река в целом не головлиная. Такая вот она медленно текущая в большинстве местах. Мелкая. Перекатов прям вот можно совсем мало. А на таких вот местах, где течения нет, головля и не найти. Завалы, бобриные норы везде, заросшие все. Но природа, то ужа видел, то еще что-то такое. Живность постоянно какая-то. Короче, прикольно полазить по диким местам таким. Так, ну вот я вышел. Реально перекат есть тут. Совсем небольшой. Попробуем обловить его. Но он единственный так на большом участке такой, на протяженном. Первый перекат, поэтому. Есть. Свалился. Прикольно. Вот здесь место, где течение делится на 2 струи, и вот здесь оно соединяется. Там идет струя, и здесь. Вот подержался чем чуть-чуть его. Тоже небольшой. Хотя вот на более крупный воблер сейчас поймал. Может быть, ну, поклевка была. Может быть, как раз из-за того, что воблер крупнее, с 2 тройниками, он и свалился. То есть мелкий он заглатывал полностью. И без проблем. Тройник в пасти был. Это фоп пантумовский. Но так себе место, честно говоря. Вот это единственный контакт, хотя он протяженный перекат. Такой, но мелководный, очень мелководный. Как бы головы нормального размера. Вряд ли будет стоять. Но вот здесь в окончании, может, чуть поглубже. Здесь он и клюнул как раз. Сейчас еще до конца вот обловлю и
поеду искать другие перекаты. Этот не оправдал надежд. Берега заросшие. Вот еще одно место. Здесь прикольно, но вообще подходов нет. И первый проходит крапива по пояс. Тут, если к реке выйти, по реке можно прям идти вот по траве, там с той стороны меляк. С моего берега подмыто получается. Заросший такой перекатик. Да, оптимально было бы, конечно, с той стороны зайти и мой берег облавливать. Здесь глубина. Расшугал я его, скорее всего. Опа, есть. Совсем мелкий. Совсем мелкий. Ну, один тройник в пасти. Малек прозрачный. Вот, смотрите, насколько мелкий. Давай, подрастай. Я так и сделал, сейчас перешел вот на эту сторону, на мелководную. Я вот вон там был ходил, обошел сверху и в траву зашел. Пройду по траве вот так и откидаю эту сторону. Так, и у меня есть счетчик. И это 4-я рыба сегодня. Рыбка мелкая. Ну, вот 2 совсем мелких последних. А 2 первых вполне нормально, если бы такие ловились постоянно, систематически. Было бы прикольно. А этот совсем малючек. Есть. Смелячка схватил перед травой. Опа, это жерешок. Смотрите. Разнообразие. Не только головлик, но и жерешок. Такой тоже небольшой, конечно. Но прикольно. Ну, для такой речки, для такого формата здесь мелко. Вот, такого размера. Рыба стандартная, мне кажется. То есть не стоит ждать каких-то трофеев, а я и не ждал, в принципе. Я даже не был уверен, что здесь голавль есть, когда отправлялся на эту реку. Такая у нас сегодня разведка. На фоп ловлю. Сейчас он у меня стоит как поисковый такой. Вот я иду и облавливаю. Он под поверхностью идет, если медленно идти, то вообще усы пускает. Здесь глубина вот по колено. На андатра попала. Здесь полно вот этих нор всяких, берега подрыты везде. Ходы такие от андатра. Она прозрачная, видно издалека ее. Вон она выбралась. Вау, вот это да. Такое мощное ударище. Вот это
Самый крупный. Очень прикольно взял. Самый крупный в этой местности бандит. Смотрите какой, а? Как он его атаковал. Уже к траве начал подводить, и он его на опережение схватил. Давай. Дальше иди, охраняй свои места. Прикольно. Уже струя уходит к этому берегу. Вот посередине иду. И вот еще немного и заканчивается уже перекат. Дальше начинается стоячая вода практически. Так, у нас это 6-я рыба. 6-я рыба. Немного, но в целом так прикольно. Такая рыбалка. Идешь посреди реки, прокидываешь, прозрачная вода, чистая. По берегу здесь вообще не пройти, все очень сильно заросшее. Только вот единственный вариант — это идти посреди реки. А вот если бы речка была чуть глубже, уже бы пройти невозможно было по ней. Фактически она, получается, недоступна была. Друзья, очередной раз я пробрался, просто по шею крапива была, такие заросли здесь непроходимые, никто сюда не пробирался до меня, это точно. Вроде бы по карте посмотрел, вроде перекат должен быть, но вышел и облом, нет никакого переката, мелкое течение нет, в общем место не головлиное, но время уже все, нет у меня, надо ехать домой. В общем, подытожим. Речка не головлиная вообще. Возможно, там поздней осенью по приямкам можно будет щуку половить, по крайней мере, вот я активно щуки видел. И здесь есть такие омутки, приямочки, но не головлиная абсолютно. Может быть, там ниже по течению она более быстрая станет, такая более головлиная. Здесь местами она заросшая совсем. Но, в принципе, неплохо день провел, полазил по таким зарослям. Тоже интересно довольно-таки. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро увидимся, давайте. Who are they? Why'd you care what they say? Would you rather be alone? 'Cause you make me feel like home, they don't count. Just let them all doubt all you're feeling inside you. You simply can't